Сделай это, чтобы муж тобой гордился. У многих возникнет вопрос, а зачем мне, чтобы мой муж мной гордился? Смотрите, все очень просто. Если у вас нет проблем в отношениях, если вас все устраивает, то, конечно же, вам это не нужно. Но если проблемы есть, то при помощи того, что я скажу в это видео, вы сможете укрепить ваши отношения. Вы станете больше нужны вашему мужу, он станет больше заинтересован в том, чтобы сохранять отношения, делать что-то навстречу вам. Но многие люди, к сожалению, говорят, да, у меня все в порядке, но продолжают почему-то смотреть видео на YouTube на эту тему. Поэтому ответьте себе честно. Есть ли смысл вам улучшать отношения? Есть ли что-то сейчас, что вас не очень устраивает в ваших отношениях с мужем? И если да, то поехали смотреть это видео. Когда ваш муж гордится вами, тем, что вы из себя представляете как человек, как личность, его любовь к вам укрепляется. Любовь — это вообще такая штука интересная. По сути, это просто привязанность. Но привязываемся мы к каким-то определенным моментам в нашем партнере. Что-то притягивает нас к нему. И наш партнер, например, муж жены, становится в какой-то степени, занимает часть ее сердца. И есть определенные параметры, усилив которые можно укрепить эту привязанность, соответственно, равно укрепить любовь. И вот один из этих моментов – это гордость. Прямо сейчас сделайте такое маленькое задание. Подумайте, а вы гордитесь вашим мужем? Вот есть ли что-то в нем такое, что вызывает у вас гордость? Например, мой муж, он хороший бизнесмен, и я горжусь, что он умеет так классно зарабатывать деньги. Или мой муж такой спортивный, у него такое телосложение потрясающее, он проводит много времени в спортзале, занимается этим регулярно, и когда мы идем с ним по улице, женщины на него оглядываются, и я горжусь, что именно такой мужчина со мной, именно этот мужчина, который нравится и другим, он все-таки идет со мной. Если что-то в вашем муже, подумайте прямо сейчас, что вызывает у вас гордость. Если вдруг ничего такого нет и не за что гордиться вашим мужем, то представьте, как было бы здорово, если бы что-то такое было, как больше вас бы к нему тянуло, как крепче становились бы ваши отношения, потому что вы были бы готовы чаще идти ему навстречу. А по сути, крепкие отношения – это когда оба партнера готовы идти навстречу друг другу. И тогда, вот именно имея вот эту готовность между мужем и женой, можно прожить вместе, пройти через самые сложные кризисы в отношениях, которые обязательно будут в каждой паре. Так жизнь устроена. А сейчас подумайте, а чем ваш муж может гордиться в вас? Что у вас есть такое, что вызывает в нем гордость? А моя жена вот не просто женщина, она еще и. Что это? Может быть, вы очень красивая, ухоженная женщина, на которую обращают внимание другие мужчины, и ваш муж гордится, что вот вы именно с ним. Или, может быть, вы состоялись в какой-то профессии. Например, моя жена лучший учитель года. Или моя жена, она там высококлассный специалист в какой-то узкой области. Или моя жена обладает потрясающим чувством юмора, и когда мы находимся в одной компании, с ее шуток смеются просто все. Она в центре внимания. Я горжусь, что именно такая женщина со мной. Если что-то, чем ваш муж гордится в вас, да, что вызывает в нем гордость. Обычно, если это есть, он вам в течение долгих лет совместной жизни будет это упоминать. Он будет это озвучивать. Вот есть ли что-то такое. И если вашему мужу нечем гордиться в вас, то это нужно создать. Вообще, когда человек пустая личность, разберем на примере жены, как это может быть. Жена исполняет только функции домохозяйки, занимается сексом с мужем, растит детей. Она иногда ходит еще там в салоны красоты, делает какие-то маникюры, косметология, базовые такие вещи. Она, в принципе, хочет все время заниматься много спортом, но как-то лениво, тяжело, не получается делать это регулярно, не получается соблюдать диету, поэтому все ее попытки вести спортивный образ жизни, они заканчиваются лишь попытками, то есть результата мы так и не видим. Она, в принципе, любит еще путешествовать, ее это насыщает эмоциями. Еще она хочет знать, хорошо владеть иностранным языком, но это все тоже заканчивается на уровне попыток, то есть это вялотекущий такой процесс, она постоянно что-то делает, пытается, но результата так и нет. Так вот, как вы думаете, есть чем гордиться за такую женщину? Да нет особо. И сама женщина-то собой гордиться особо не может, когда проживает такую жизнь. Поэтому сделайте это. Обязательно развивайтесь в чем-то, что вам самой очень нравится, достигните результата, чтобы вы стали какой-то особенной в том, что вам нравится.
И тогда и ваш муж сможет вами гордиться, и вы будете гордиться собой. У вас вырастет от этого самооценка. Подумайте сейчас, в чем вам хотелось бы развить себя до такой степени, чтобы это вызывало гордость, в первую очередь у вас самой, во вторую очередь у вашего мужа. Что это? И сделайте это наконец. Посвятите достаточно времени себе, своему развитию в одной области, которая вас интересует, и добейтесь наконец-то в ней высокого результата. Это укрепит и вашу самооценку, и вашу семейную жизнь. Ну а если вы уже много лет пытаетесь так сделать, но у вас не получается, задумайтесь, что же такое вам мешает. Где живет в вас та самая какая-то неуверенность в себе, неспособность делать какие-то действия нужные регулярно? Что это за чувство такое внутри вас противоречит вашему развитию, достижению высоких результатов? Я не дам вам сейчас ответ, что это за чувство, потому что у каждого человека там будет какой-то свой уникальный коктейль травм и болезненных состояний. Нет ответа, что у вас у всех одно какое-то чувство. Нет, мы все очень разные. Но у каждого из вас, кто не может достигать высоких результатов там, где ему хочется, точно есть что-то внутри, что противостоит. Как решить этот вопрос? Лучше всего пройти качественную психотерапию, найти специалиста, который работает эффективными методами и может помочь вам решить этот внутренний процесс, разрешить внутренний конфликт, когда я хочу, я хотела бы, но у меня не получается делать то, что для этого нужно. Ну а если вы не готовы сейчас вдруг на личную терапию, и это нормально, для этого нужно созреть, и не всем это нужно в итоге, то пройдите мой курс про чувства и эмоции. Вы разберетесь, что же внутри вас противоречит вашим достижениям, что не пускает вас в эти достижения, что это за чувство такое. Узнаете про это чувство, как с ним справляться, зачем оно вообще в вас происходит, ведь, казалось бы, оно же делает вашу жизнь неэффективной, но какую-то свою функцию в этот момент оно все-таки выполняет. Эта функция нацелена на пользу вам. Но вот такой коллапс происходит внутри, что иногда наши чувства, которые все изначально задуманы природой как полезные, оказываются вредными. Поэтому, если готовы к изменениям, можете начать с курса. Ссылка на него внизу в описании под этим видео.